Сьогодні ми будемо писати інтерв'ю з Ніно Катамадзе, з найбільшим другом України. Спокон віків грузини були найкращими друзями України. Нещодавно Ніно отримала орден княгині Ольги з рук самого президента. А все через те, що вже через 2 місяці після повномасштабного вторгнення Ніно була в Україні з благодійними концертами. На сьогодні вона започаткувала навіть свій благодійний фонд на підтримку дітей України. Ну що, пішли писати? Нино, добрый вечер. Я очень вам благодарна за то, что вы согласились на это интервью. Я очень рада вас видеть. Последний раз я вас видела, когда я приглашала вас на подъем. Это было 12 лет назад в Украине. Я тогда работала гостевым редактором на Новом канале. Прекрасно. Не помню. Ну, конечно, безусловно. Нино, вы для меня воплощение Грузии. Вот как в Украине у нас есть памятник Родина-Мать, и это воплощение Киева. Когда я думаю о вас, вы для меня вот с вашей прической, вот всегда собранные волосы, это воплощение Грузии. И первое, что я хотела вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказываете Украине с первых дней вторжения полномасштабного. Это так важно для меня. Я знаю, что первые 2 месяца, после первых 2 месяцев войны вы уже были с первым концертом в Украине. Да, так. Это было, во-первых, простите за мой, що буду розмовляти не по-українськи. Але я все розумію. Добре, тоді я можу перейти на українську мову. Звичайно. Боже, як круто, так. Якщо щось не понимаю, Да. я скажу. Ну, как-то я замечаю что в жизни, что все так происходит, и в сложные моменты, и радостные моменты, что ты, где твое сердце зовет, туда ты оказываешься. Особенно в этой самой страшной, сложной времена, которые сейчас в нашей Украине. И, ну, как-то так получилось, что мы приехали в Киев, и у нас был концерт в метро. Да. Не було страшно? Как-то все меняется, знаете, что уже прошло больше, чем года, и как-то вот даже слова боится, что ты рядом, что ты поддерживаешь, что почему этот фонд, это оно меняет, хочется вообще другими словами это сказать, потому что гораздо больше то, что ты хочешь быть там, где твоим родным больно, то, что тебе хочется в своей стране что-то делать для своих друзей, да, это гораздо больше, чем как-то его как бы через информационные тексты мы высказывать, да, поэтому не страшно. Страшно, когда вот аларм включается, это абсолютно, то есть неприродно, ты сразу не понимаешь, почему это должно произойти. Потому что тебе хочется выйти на улицу, обнять всех, когда тебя везде узнают, да. Но, естественно, не страшно, но больно, страшно. Страшно больно. Ви неодноразово зараз сказали «моя країна». Я всегда говорю «моя Украина», «наша Украина». Чому? Потому что это наша и моя. Я прочитала в інтернеті, що ви готові були чи є переїхати і стати громадянинкою України. Ну, это же исходя моей любви к моей Украине, как бы банально не звучало, это, мне кажется, что желание у всех может быть при такой любви. Да? Но я не могу бросить мою страну, потому что, к счастью, сейчас нас не бомбят, но все равно очень сложные и важные процессы происходят, которые сейчас нужно быть в моей стране. Но, але
Я не знаю, какой сюрприз мне подарит жизнь, но не исключено. В 2022 году у нас был запланирован тур на нескольких городах, и мы пока не сыграли эти концерты. И вот сейчас в мае будет несколько концертов, потому что люди, которые не сдали билеты, мы хотим как-то встречаться с ними и эти же концерты сыграть для них. Но очень больно то, что в некоторых городах вообще нет больше этих залов. Потому что все равно мы хотим прийти к этим городам и сыграть для них, спеть для них. И вот все эти процессы. Какие это города? Да, есть города, туры, которые было как бы запланировано. Мы продавали уже билеты в мае месяце, а в феврале уже, в январе мы выложили наш тур. И я пока не могу в Одессе приехать, потому что не дають можливості. Складна ситуація. Да, дуже складна. Я бажаю, щоб все це здійснилося, щоб нас почули вищі сили і, можливо, почув ще хтось, і щоб ви змогли зіграти ці концерти на цих площах і в цих містах. Я знаю, що ви нещодавно отримали орден княгині Ольги. Так, да. Що це для вас означає? Ще орден за підтримку мені передал наш генерал, который был сейчас Залужный, и еще последний такой прекрасный подарок такой за поддержку развития Украины. В общем, но у меня меньше концертов в моей стране и больше сколько у меня орденов. В Україні ще більше, ніж в Грузії. Да, звичайно. Ваш фонд підтримує дітей в Україні. Так, нашему фонду уже 2 года. Да. Мы зарегистрировались, нам так нужно было зарегистрироваться, потому что те финансы или помощь, которую мы получали, уже нужно было официально где-то зарегистрировать. И через некоторое время, которые наши украинцы, тот, кто уже осталось, тот, кто мог вернуться в Украину, все вернулись. Некоторые переехали в другую страну, и мы уже решили, чтобы не остановиться, не закрыть фонды, и уже сделать акцент на детей и на родителей. А что именно вы делаете? Мы проводим арт-терапию с родителями. У нас есть один день, вторник, когда мы начали работать с детьми, мы понимали, что у нас не было достаточно быстрый результат. И мы поняли, что они, когда возвращались домой, дома тоже была сложная ситуация с родителями. Мама, там были миллион вызовов, которые нужно решать. И мы как-то приняли решение, чтобы мы с родителями, они вместе приходят в день вторник, и они вместе как бы работают, создают, рисуют. И если есть между ними какой-то нерешенные вопросы, как-то через психологов, они работают. У нас сотрудники все с Украины. И у нас еще есть театр души. У нас есть день, когда вот мы создаем, допустим, был винная терапия, на вино они рисовали, не пили. Рисовали через вино, через это аромат, и так родители с психологом работают. Есть у нас география, которая прекрасная учительница, которая находится в Грузии, на моем родине, и детей учат, что такое, какая территория на Украине, какие плоды там, какая флаг, почему, то есть там целая история. И настоящий урок географии, там глобус, и все. Они рисуют флаги, учат эти истории. И еще наша гордость – это макетированные. Наши дети создают руками в 3D-эффекты. Они строят Украину, мы нашу Украину строим. То есть они уже готовятся к реконструкции. Там есть наш стадион,
миллионы, домики, торговые центры. Но это не только снаружи они огромные, а внутри просто все это 3D-эффект. Это очень интересно, очень сложно и очень большая работа нужна. Чтобы это как бы резюмировать, есть место, куда можно прийти. Это возможность как бы какой-то, я называю всех ангелов фонда. И я думаю, что как-то в день, час, 2 часа с нами всегда есть наша Украина. И как-то вот так и просто мне очень хочется, чтобы мой фонд не понадобилось вообще нам. И мы победили, и что все вернулись в своем доме. Спасибо. Это так чудесно все звучит, и я слышу, сколько вы вкладываете туда сил, души, сердца. Это большая работа, потому что как развивалось первое время, 2 года назад, когда к нам уже с апреля месяца мы перешли уже на проект с детьми, и дети рисовали только танки, только родители отца, и только слушали военные песни. И это было очень больно, и было сложно просто найти какие-то силы, или это же нет опыта, чтобы как-то вот с ними работать. Мои ангелы фонда очень много работали над тем, чтобы вот сейчас вы видите, что они рисуют, они поют, они танцуют, то есть они делают все, что полноценно должен ощущать ребенок, чтобы оно развивалось, его развитие было правильное. Но параллельно еще что-то есть возможность иногда, чтобы помочь со зрением, с очками, с туфлями. У нас есть дети, которые с особенностями, то есть и их не везде есть у нас стереотипы, и то есть как-то их не везде принимают. Мы их приглашаем. У нас есть как бы 2 прекрасных моих грузинков, которые есть опыт работы с такими детьми. То есть это куча вызовов, которые тебе смотрят в глаза, и ты должен решить эти вопросы, не зная сама как, но нету больше человека живого, который они могут обратиться. И все, и ты делаешь невозможно. А что в Вене сейчас? Сейчас в Вене мы будем так как бы включить наш голос, чтобы вместе с нашими украинскими классическими музыкантами, вместе с Николасом Раджвели, который дирижер симфонического оркестра Национальной филармонии в Грузии, который сопровождает меня каждый приезд в Украину. И он любимец симфонических оркестров, везде общается, дружит со всеми. Да, мы это имя знаем. Да, и благодарю, и он совершенно гениальный. Мы будем в фантастическом зале завтра говорить о нашей любви, о нашей совместной любви, то, что важно, чтобы звучал наш голос свободы, голос правильной страны, голос другого мира, потому что если здесь или нигде, и который не хочется как мирно, это не значит, что где-то абсолютно поблизости не умирают дети и беременные женщины. Так что, как бы ни загрелась, ты в своем комнате включила телевизор или переключила на другой фильм, это все равно происходит. Так что, как бы ты не можешь от земли спрятать. Так что, знаете, самое сложное, почему мы все время вот получаем и страдаем, получаем как бы другие примеры. Мы никогда не учим человека. То есть мы настолько оказалось человечество как трусливый, чтобы никогда, вот я вижу, сколько уже лет, и люди все время думают о их действии 30% того, что они говорят и что они хотят делать, а должно быть наоборот. И сейчас я не то что поддерживаю Украину, я
не понимаю, как по-другому это возможно не поддерживать. Когда наши братья или сестры, когда они болеют, мы же не думаем им помочь или нет. Это же очевидно. Це буде благодійний концерт у Відні на підтримку українських дітей. Так. Так. І ви тут будете як одна з головних зірок, будуть зірки з України, і будете ви. Так. Это такой дружеский музыкальный такое звучание, и вместе с нами участвует прекрасный струнный квинтет. То есть сопровождение, наш концерт будет сопровождение, который соединились в этом городе. У них есть прекрасные проекты, которые помимо нашего концерта они играют и делают очень много для голоса Украины, для этого голоса свободы, чтобы показать миру еще, что действительно украинский голос важный, и оно очень цивильный, очень современный и очень талантливый. И будет этот концерт благодійний, и будут помогать деткам из Черновцей. Я знаю, что у вас в Черновцах планируется концерт. Да, у нас будет концерт в Черновцях. Обов'язково завітайте. Ми напишемо плашку, коли і де буде концерт в Чернівцях. 25.05 мая месяца. 25 травня. В Киеве, 26-го Хмельницкий, 28-го Львів і 30-го Черновці. О, це ексклюзивна інформація. Ми швиденько змонтуємося, щоб всі побачили українці. Ніно, чи можу я вас запитати? Я бачила інформацію про те, що у вас зараз набагато менше концертів в Грузії. У меня вообще нет, не то, что мне пора. Тобто ви в чорному списку, це правда? Ну, я не люблю. Не любите так? Вибачте. Нет, я не знаю. Я верю, что если вся, большая сила в лице государства, не государства, а правительства против тебя, значит, твоя цена большая. Вона безцінна. Конечно, потому что, если против одного человека, который делает все возможное, чтобы быть человеком, музыкантом, артистом, поддержать друзей, сделать такое важное замечание своей стране, потому что критика это важно для здоровых обществ, да, и делать это абсолютно в рамках, не говоря никакие сложные тексты. Я не любитель вообще по имени, фамилиям кого-то обсуждать на социальных сетях, да, и несмотря на это все, когда против тебя вся правительство, если так можно сказать, значит, интересно жить. Значит, вы такая там обличье революции. Я не знаю. Мне даже скучно об этом думать, потому что, естественно, я очень скучаю по своей слушателей. Было, знаете, что мы попросили филармонию, чтобы у нас был концерт в декабре-ноябре месяце, потому что, чтобы заранее у нас был концерт, нам сказали, что он вышел на ремонт, и оказывается, это вообще не так, потому что продолжаются концерты, то есть проблема с залом. Не дают залы. Я думаю, что это очень сложный, но важный опыт, чтобы... Вы знаете, что я в течение 5 лет я не говорила ни о чем, но потом когда со мной разговаривали, я поняла, что мне важно это говорить, потому что люди не думали, что я что-то придумываю себе и мои слушатели в том числе. Но это важно, но нас не остановит. У вас зараз количество концертов в Европе увеличилось в связи с тем, что в Грузии уменьшилось? Это не простой вопрос, потому что у нас были концерты, естественно. Конечно. И у нас были и в Лондоне, и в Прибалтиках, у нас были туры в Америке, в Канаде, то есть есть концерты. Интересно, но чтобы из Грузии чтобы так легко выйти, естественно, из Грузии улететь так же, как из Америки улететь. Так, то есть
страшной ценой. У нас на билетах, да, чтобы улететь и прилететь в Европу, это минимум 800 евро. То есть, да, это очень дорого, очень дорого. Поэтому это такое, как будто закрытое пространство. Но чтобы не остановить мою страну на этом тональности, у нас есть прекрасная молодежь, фантастическая молодежь, как и в творческом мире. То есть самые лучшие пианисты, их немало, вокалисты, классические музыканты, современные электронные музыки, такое живое, такие тексты, поэты. То есть внутри моей страны, моей родине, это совершенно фантастически. Где и слова, и звучание. Все абсолютно такой сильный, свободный. И все за Украину. Кстати, я показала моей сестре, которая здесь сопровождает мой концерт, моей украинской сестре, я так говорю, Светлану Купричу, я показала видео, когда наши футболисты выиграли, они вышли в европейский полуфинале, и люди вышли поддерживать этот футбол и скандировали правильные слова и поддерживали Украину. Нино, вы сильная женщина. Как восстанавливается сильная женщина? Где она черпает вот эти вот силы противостоять, так вот и относиться и быть всегда вот в этом позитиве? Где? Потому что я спрашиваю... Я не знаю, какой этот процесс, когда ты устаешь, высыпаешься, идешь заново, да, продолжаешь жить. Да. Но главное не считать, что ты делаешь. Все, что невозможно, когда ты приобретаешь эмоции, его не можешь просчитать. Да, и так и не надо. Ни доброту. То есть единственное можно, чтобы когда ты злишься, ему чем меньше будет, тем останется сила для доброты. Просто не надо считать ничего. Просто надо продолжать быть честным и правильным тогда, когда это нужно делать. Мгновенно. Реагировать мгновенно, петь мгновенно, взорваться мгновенно, в хорошем смысле этого слова. И все делать, быть человеком. Остальные, может быть, я перебарщиваю, как это моим высказыванием, но очень уже как-то устарела все эти вопросы, да, как ты восстановишь, кто твой, это совершенно жизнь совершенно другое и сложное, и в этой сложности только в этом можешь ты найти что-то мудрое. Сила это, знаете, будешь спортом заниматься, будешь сильным, выпьешь какие-то добавки и будешь. Это душа, мудрость, душа, быть человеком, сочувствовать, участвовать, быть для других. Мы зеркало для друг друга. И увидеть себя только ты можешь в другом человеке. Это правда. Вы знаете, я в последнее время очень много медитирую. Да. И я по вечерам слушала вашу музыку. Благодарю. Моя любимая песня – это «Once in the Street». И я думала, боже, как бы я хотела увидеть Нино. И тут буквально складываются так обстоятельства, я понимаю, что концерт, что мы с вами можем записать, и я думаю, боже, есть Бог, есть Вселенная, и наши мечты, все-таки, когда они идут вот отсюда, из души, они все воплощаются, они становятся реальностью. Да, надо очень осторожно быть мыслями и желаемым. Это правда. Желанием. Да. Спасибо вам большое за интервью. Дякую. Если это можно назвать интервью, да? Я бы хотела еще говорить. А который час? Чтобы мы... и что? Давайте 10 минут, чтобы это было правильное интервью. Хорошо, давайте. Никуда не годится. Уже это прекрасно. Мы продолжим. Окей. Що вони хочуть від мене? Ніно, у мене теж є син 16 років, 17 вже. Як вы на русском, как вы находите общий язык с подростком?
со своим. Это очень... Нет, я не нахожу общий язык. Я не одна. Но я послушала одного очень прекрасного актрисы, которая говорила по поводу того, что у нее было и сложности, как раз они переехали в другую страну из Грузии, и началась пандемия. И она сходила с ума прямо. Просто у них 2 детей и сразу переломный возраст. И был такой совет, что 20 детей, которые родились в 21 веку, ты можешь быть только подушкой, и чтобы они могли прийти к тебе и поплакать. Остальное они сами разберутся. Это правда. Я так стараюсь, и, конечно, не всегда, меня не всегда. Но это бесконечный диалог. Вопрос не только в переходном возрасте, но вопрос с первого дня. Какое отношение? Как ты готовишься к каждому вызову, который с ним, там, школа, там, буллинг, там, возраст, там, куча вопросов каждый день. Так получилось, что я последние несколько лет, я уже мало концертов, закрыто много всего, и я много нахожусь с сыном, и это помогло мне быть другом. Быть другом. Абсолютно. Потому что, как мы знаем, да, когда мы взрослые, нам же не нравится, когда все время нас критикует, что-то все время, кто-то как бы вмешивается в твою жизнь, твой расклад дня, да, такой же живой, и он должен довериться. Если мы говорим ему, что то, что ты думаешь, то, что ты делаешь, это неправильно, как он должен поверить себе? Правильно? То есть мы пример для наших детей. Они примеры для нас. Они пример? Потому что они помогают тебе освободиться. То есть ты не вмешиваешься только из-за того, что ты точно понимаешь, что он не поймет. Только из-за этого. А если он был бы, или она была послушным, мы обязательно вмешивались бы в их жизни. Да. А это значит, мы не только должны им учить, а это время использовать для того, чтобы мы учили. Шикарно. Да, браво. Я всегда думала, я стараюсь быть другом для старшего. У меня просто 2 мальчика. Ой, прекрасно. И, конечно, сейчас вот эти 17 лет, это как бы сложный период такой. Он вытворяет непонятно что, у него идет бунтарство, но я понимаю, с другой стороны, что пусть этот бунт будет сейчас, чем он будет потом в 40. У нас есть такие примеры. Я знаю такие примеры. Это значит, у него не было возможности бунтовать 17 лет. И поэтому не для того, чтобы ему не повезло, что не было 17-го, а сейчас в возрасте 40. Потому что у него был мать или отец, или кто-то еще, 2 бабушка, или 4 соседа, которые просто не давали этому человеку узнать себя в 17 лет. И пришлось узнавать себя в 40 лет. Да. Что за проблема? Я честно говорю, честно хочу сказать, что да, бунтарь, если моему сыну нравилась джаз и классическая музыка, сейчас такую музыку слушает, но я понимаю, что он внутри ищет свой какой-то темперамент. И он благодаря этой какой-то страшной музыке, которую я в данный момент не слушаю, но я хожу с ним на концерте, потому что я смотрю, радуюсь, он вытаскивает изнутри то, что накопилось. Значит, это не то, что я должна думать, что почему он такую музыку слушает, а возможность, чтобы он отдохнул от своей агрессии, которая не знает, откуда приходит. И это, то есть они лучшие учителя. Послушайте ваших сыновей. Класс, хорошо. Да, а что слушает Нино Катамадзе, когда отдыхает дома? Все я слушаю. Я же учу. У меня новое приключение. Я учусь каллиграфии грузинской. Это совершенно фантастический. Есть такое, вы можете посмотреть в интернете, Георгий Сисаури. Он великолепный художник, молодой, прекрасный поэт. Он каллиграфист, вообще фантастический. И я еще учусь на диджей, я уже несколько курсов прошла. То есть все есть возможность все учить.
А когда можно будет прийти на рейв к Нино Катамадзе? Или Пока я еще думаю, что я хочу куда. Ну, это... Я думаю, это должно быть что-то грандиозное, зная вас. Вся жизнь можно использовать для того, чтобы учить это, то, что все. А как вы отдыхаете после концерта? Я не умею отдыхать. Вы трудоголик? Я не трудоголик, я просто в процессе люблю быть. Угу. Слушай, зачем на все называть именами, что ли? Не хватает, что у меня имя, фамилия, я не могу ничего поменять. Я не трудоголик, я люблю быть в процессе, чтобы мое любое как бы передвижение было с мыслями, я была нужна кому-то. Ну. У меня внутри сколько всего поменялось, и сколько всего, и что-то хочется быть, во-первых, размер уменьшилось, потому что все время минус килограмм, все время. И, сложности есть, конечно, в характере, и хочется просто как-то играть со своим характером, со своими мудростями, со своими слабостями и ошибками. Просто очень хочется разобраться, потому что не всегда успеваешь разговаривать с самим собой. Мы думаем, что мы знаем себя, но я, допустим, не умею смотреть в себя в зеркало, да? И я не умею, допустим, до конца слушать себя, разговаривать с собой. Просто как будто я как бы родилась в время, когда, допустим, я думала, что за твоей работой другие должны разговаривать и оценивать. А сейчас совершенно другая эпоха. То есть это все меняется. И очень интересно жить в такой, знаешь, калейдоскопной жизни, которой действительно есть все, и за тобой что-то выбираешь, и за чего отвечаешь. Тут и сейчас. Можно так сказать. Но всегда и везде. Последний вопрос. Да. Ваши 3 правила, которые вы бы посоветовали придерживаться любой женщине, потому что все-таки нас больше смотрит женская аудитория. Да. Вот 3 правила от Нино Катамадзе. Есть одно правило. Давайте. Не задавайте вопросы. Никому никогда? Нет, просто лишние вопросы не задавайте. Потому что мы должны согласиться, что любовь – это не вопрос, а ответ. Не почему, а потому что. Шикарно. Да? Ну, это не шикарно, просто чтобы меньше нервы. Шутка, конечно. Но мы же такие девочки, задаем вопросы, зная уже ответ. Да. И просто мы хотим услышать именно такие ответы, какой расклад, хотим. Какой расклад мы должны услышать. А если сказать из практики, которую я прожила и живу с моими мужиками на гастролях, у них этого вообще нету на базовом аспекте. Даже нету его. Нету его. Они четкие, конкретные, прекрасные друзья. Можно на них... Но абсолютно каждый джентльмен зависит от женщин. Если что-то у тебя с ним не в порядке, значит, это не он, а ты. То есть работать. Это дополнение, да, это без женщины. Ну, как-то какой-то сейчас, какой-то такое, может быть, некрасивая вещь говорю, но любовь – это другое. Что? Когда ты все понятно тебе. Когда все просто. Когда все просто? Нет. Когда комфорт? Нет. И слово просто много значения. Да. Когда все красиво. Когда все красиво. Да. И когда все просто происходит само по себе. Просто неинтересно. Когда все красиво. И все складывается. Без усилий. Но обязательно надо ходить на земле, да. Мы перестали летать, и поэтому сколько вопросов. Закончим на этом. Да. Больше летать. Будем летать. Полетели. Да. Благодарю. Дякую. И благодарю за крылья. Слава Україні. Героям слава. So we